Вы, наверное, знаете, что сейчас очень, мы все переживаем очень негативные, трудные, тяжелые времена, когда в Казахстане сейчас творится что-то непонятное для нас, для всех. Мы резко стали взрослыми за это время, потому Я что сейчас ситуация такова, что очень многие переживают, ну, на самом деле, депрессивные времена. Времена, когда вы практикующий психолог, вы не могли бы сказать нам, что необходимо делать для того, чтобы не впасть в какую-то вот затяжную депрессию, для того, чтобы быть постоянно в хорошем настроении, ну не в хорошем настроении, хотя бы просто в настроении, чтобы что-то делать, работать, жить, детей готовить к школе, с детьми заниматься, ну и так далее, ну жить в целом. Что нужно делать для этого? Слушайте, Жанара, так вы сейчас и ответили, сами же и ответили на этот вопрос. Продолжать жить, продолжать работать. Если вы не можете повлиять на ситуацию, а я так полагаю, что большинство людей не могут на нее повлиять, правильно? И чаще всего именно это нас делает тревожными, что мы не можем сделать так, чтобы было так, как раньше, потому что так, как раньше, уже не будет. А так, как нам хочется, мы не можем вот прямо сейчас, в эту минуту, сделать так. Значит, нужно делать то, что вы можете, на что вы можете повлиять. Вы можете повлиять на то, чтобы ваши дети ходили в школу и учились. Вот и занимайтесь этим, да? Вы можете, есть у вас работа, ходите на работу, делайте свое дело, каждый как умеет и как можно лучше, если вы в состоянии, да? С Мгм. 8 до 5 работаете, работаете так. У вас свободный график, продолжайте работать так. Делать то, на что вы можете повлиять. Только так можно уйти и не погрузиться, уйти от депрессии и не погрузиться в глубокую тревогу. Тревога будет по-любому. Тревога дает нам понять, что мы живые. Только нужно, если она вас охватывает очень сильно, нужно остановиться и подумать, что меня тревожит, о чем я волнуюсь, о чем я беспокоюсь. Заглянуть в свою тревогу, заглянуть ей в глаза. Что меня сейчас беспокоит? То, что я не останусь без крыши над головой, то, что дети мои не закончат школу, то, что я работу потеряю, Мгм. и остановиться на настоящем. Еще вот что нужно запомнить. Тревога, она возникает только в тот момент, когда мы либо возвращаемся в прошлое, либо думаем о будущем. Мы не живем в настоящем, когда мы тревожимся. Так вот, нужно постоянно возвращать себя в настоящее. Итак, меня тревожит, что я работу потеряю. Ну так я же сейчас работаю. У меня сейчас есть работа. Мне сейчас платят. Или я зарабатываю. Мне хватает на это. Мне этих денег достаточно? Достаточно. А если мне недостаточно будет денег? Если недостаточно, что я еще могу сделать? Вот подумать, что еще можно сделать? Меня беспокоит будущее моих детей, а вот сейчас с моими детьми все хорошо. Они обуты, одеты, они накормлены, они ходят в школу или учатся в институте. С ними все хорошо. То есть возвращать себя в настоящее, каким бы тревожным оно ни было, и влиять на то, на что вы можете повлиять. Это основное. Ну и, естественно, сохранять тепло и хорошие отношения в семье, с друзьями, с теми людьми, которые поддержат вас в любую минуту. Не нужно в заоблачные дали о глобальных каких-то вещах думать и решать какие-то проблемы, которые вы не можете решить, а сохранять то тепло, которое у вас есть, и приумножать его. И когда
это вы сохраняете и живете настоящим, поверьте, этого уже достаточно, чтобы прожить вот тот период, который вы сейчас переживаете. А революции, они были, будут. Они приходят и уходят. Вот в Украине уже сколько было революций? 3. А люди уже... И сейчас Украина в тревожном состоянии. Да. Люди продолжают, те люди, которые поняли, что вместо них никто не проживет их жизнь, они продолжают жить полноценно. Вот приблизительно так. Спасибо вам большое. А вы знаете, Жанара, Да, я хотела вам задать встречный вопрос. да, слушаю. Ведь вы тоже преодолевали трудности, правда? Когда приехали в Калифорнию, они у вас тоже были, правда? Но и да, были, но у меня сейчас самая главная моя трудность — это вот сейчас пережить вот это состояние, которое находится, в котором находимся все мы, казахстанцы. Сейчас у нас нет ни сна, ничего. Мы даже не можем делать канал. Я не могу делать свой канал. У меня нет желания что-то делать там. Потому что когда я вижу, что происходит в Казахстане, у меня какой-то вот видите, у меня даже слезы хотят из глаз. Ну, потому что на самом деле ситуация там очень сложная. И об этом мало кто говорит, мало информации. Скажите, пожалуйста, а вы вот сейчас из Калифорнии можете повлиять на то, что происходит в Казахстане? Ну да, потому что я сейчас с вами беседую, и это уже помощь людям. Отлично. Значит, вы делаете то, что может облегчить состояние людей, а ваше состояние при этом меняется или остается таким же тяжелым, когда мы с вами беседуем, когда вы занимаетесь тем, что вам нравится? Вы знаете, что я, наверное, да, отчасти мне становится легче, но я опять впадаю в это состояние, когда начинаю читать новые и новые источники информации, вообще информацию о том, что делается в Казахстане. Мне тяжело дальше развивать свой канал. Я просто в состоянии постоянной депрессии. Мне надо выйти как-то. И слава богу, что я делаю интервью с людьми, которые вот с вами непосредственно, вы меня вытаскиваете из этого состояния, вы даете мне руку, как бы вытаскиваете, вытягиваете меня. Спасибо вам. Я вас очень благодарю за это. Хотя знаю, и вам тяжело, и у вас ситуация в Украине непростая, у вас родные, близкие там. Знаете, Жанара, что я хочу вам сказать? То, что вы тревожитесь, это нормально. Это значит, что вы живой человек. Если бы, знаете, такие ситуации, они всегда людей вводят в состояние тревоги, в состояние какой-то боли, да, нормальных людей. Когда человек ничего не чувствует, вот здесь нужно насторожиться. Вот, что он отмораживается, что никаких чувств не возникает, понимаете? А то, что вас заботит, что в вашем родном доме происходят такие беспорядки, это нормально. Другое дело, что вам нужно сесть и подумать, наверное, а что я могу сделать в этих обстоятельствах, чтобы мне стало легче, и чтобы людям, с которыми я общаюсь, которые мне родные, тоже стало легче. Что я могу сделать? Мне кажется так. Хорошо, спасибо вам большое. Вы знаете, я очень многое слышала о Димаше и слышу о Димаше, что он очень сильно помогает своей музыкой вот выходить как раз из такого состояния. Рассказывала одна женщина, она живет тоже в Украине, что когда муж у нее умер, она долго находилась в депрессии. Она просто услышала музыку в телевизоре на Новый год или что-то там было, какой-то день, и она услышала, как поет Димаш. Подбежала к телевизору, включила звук погромче, и она вот простояла около телевизора, проплакалась, выплакала все, говорит. Я несколько раз слушала его. И он меня как бы вернул к жизни. Я поняла, что жизнь продолжается. Вот терапия такая, она тоже помогает же, да?
Ну еще бы, конечно, любая музыка помогает. А вам, Димаш, помогает? Сейчас я его не могу слушать, потому что, ну, я, наверное, вернусь, потому что, ну, как бы мне надо пережить. А на самом деле, вот вы правы, наверное, тоже я вернусь к Димашу, буду слушать его. И, наверное, наши телезрители, которые сейчас видят наше интервью, напишут в комментариях, а какую музыку вы слушаете, когда именно музыку Димаша, когда у вас такое состояние? Что приводит вас в чувство, возвращает вас к жизни? Ну, вот напишите, пожалуйста, в комментариях это. А я могу ответить, да, мне нравятся, очень нравятся мелодичные песни. Мелодичные, такие протяжные, такие вот, вы знаете, они, наверное, казахские песни, украинские песни, они чем-то схожи вот этой протяжностью. В Казахстане бескрайние степи, в Украине тоже такие же степи, и, наверное, это не диктует, подсказывает саму мелодику песни, да. Вот мне такие нравятся. И у Димаша тоже такие, ну, чтобы очень и очень протяжные, мелодичные. Танцевать вальс под эту песню. Вот это мне нравится. Людмила, знаете, вот настолько казахская песня, да, казахская музыка не до сих пор не изучена до конца. Вот, например, недавно фигурист, латвийский фигурист на Олимпиаде в Пекине танцевал под музыку Абая Кунанбаева. Казалось бы, да, фигурист, современный фигурист, но взял музыку прошлого века, даже не прошлого, 19 века, 19-20 Да, веков. Она протяжная, она красивая, она такая, знаете, вы правы, что украинская, русская народная и казахская народные песни, они очень схожи по лирике своей, по интонациям. Поэтому, наверное, вот это нас и роднит. Когда, например, мы общаемся с украинцами вот здесь, да, у нас мгм. такой праздник Наурыз называется, Новый год мы его отмечаем ежегодно. Так, да, Очень много украинцев приходят к нам, да. мы вместе поем песни, потому что все песни одинаковые, похожи. Очень много русских людей тоже посещает наши мероприятия. Казалось бы, специфическое мероприятие Наурыз — это праздник весны тюркских народов. Но там присутствуют все, они знают прекрасно, что есть такой праздник Наурыз. И Класс. не то, что это же казахстанцы, которые прожили в Казахстане, и этот праздник, он стал таким международным. Так, Поэтому и застолья наши международные, мы поем так, все вместе одни песни. класс. А когда оно начинается у вас? А мы вас обязательно пригласим. Вы же находитесь в Бостоне. Ну, а вы скажите мне число. 22 марта. 22 марта. 21, 22 Это марта. будет, какой это день, это какой-то день недели. Может мне прилететь к вам? Так, февраль, Здорово. 22 марта, Tuesday, вторник. Да, да, Вторник, можно, конечно, тем более вы давно не были в Калифорнии. Калифорния сейчас весной. да, давно. Осенью была я в Калифорнии. Вы знаете, вот что я хочу вам сказать, что сейчас Калифорния очень жаркая почему-то стала. Сейчас в феврале очень жарко, даже уже пожары начались. Если вы Ничего себе. будете весной здесь, будет ну, такая же погода, еще не такая жаркая, как в летний период времени. Поэтому Слушайте, а у вас он один день длится или он как-то начинается, этот праздник, и несколько дней длится? но он длится, он всего лишь один день. То есть Ой, кто-то отмечает его с 21 на 22, кто-то с 22 на 23. У кого как. Вот, например, у нас, у казахов, это с 21 на 22. 22 полностью отмечаем мы в это время. У нас обязательно стол, такой, знаете, богатый стол, обязательно национальные блюда и обязательно приглашение гостей, потому что гость в юрте, казахской юрте, он всегда садился на почетное место. Гостю всегда самое лучшее подавалось. Всегда, испокон веков это. Вот. И поэтому, когда вы приедете туда, и я скажу, что вы специальный гость, который приехал специально на это мероприятие, конечно же,
Все скажут: «Ну, здорово, здорово, что вы приехали». Какая Я прелесть. думаю, что вы будете гостем не только этого мероприятия, а гостем многих людей, которые вас пригласят в дома. Боже, как приятно, как классно. Но я боюсь, что я именно на ваш праздник не попаду, я же работаю. Выходные, у меня 2 выходных, а на выходные можно будет слетать к вам в Калифорнию и Постарайтесь. иметь, да, и иметь с вами уже реальное интервью. Как вам Еще я такая? вам могу сказать, что 2 или 3 года мы не проводили Наурыз, потому что в связи с коронавирусом. Да, Но сейчас да, все с большим желанием ждут этот праздник, потому что это не просто праздник, это да. встреча людей друг с другом, общение, живое общение друг с другом. Ну, конечно, мы все будем в масках и будем держать, может быть, и расстояние, но я не знаю, какая там будет какое мероприятие, организация мероприятия будет. Но будет очень интересно, как всегда, весело. Мы будем танцевать и петь. Вообще, вообще круто, очень круто. Я так рада, что вы мне об этом рассказали. Очень приятно. И самое главное, это проводится не только в Сан-Франциско. В Сан-Франциско я слышала, что проводится не так организованно, как в Сакраменто. Сакраменто — это специальный городок, вы знаете, да, он Да, я знаю Сакраменто. столица Калифорнии. Там Да. живет русскоязычное население, там очень много казахов, Мгм. проживающих, ну, компактно, так скажем. И вот они проводят это мероприятие, прям такая очень сильная организация, я вам скажу, очень сильная организация. Поэтому приглашаю вас. Спасибо, спасибо огромное. Ну, я обязательно к вам приеду, но не в этот раз, не в этот раз. На выходные как-нибудь загляну обязательно. Хорошо. Да. Спасибо вам, что вы Спасибо. задали мне такой вопрос о моем состоянии. Ну, вы же практикующий психолог, вы чувствуете мое состояние. Наверное, и в связи с этим вы задали тоже поэтому такой вопрос.